Всем привет, дорогие зрители! Думал, что прошлое видео уже по замесам полистиролбетонных составов должно было быть последним, но решил сегодня все-таки еще залить два блока, так как считаю, что тема полистиролбетона не полностью раскрыта. В прошлом видео замешал по таблице Рязанца блок D550 плотностью, но считаю, что, наверное, немногие будут строить из такого материала дом, потому что, в принципе, как сам рязанец говорит, что для малоэтажного строительства дома достаточно и плотности D400. Поэтому сегодня купил еще мешочек 500 марки цемента. 90 гривен я за него отдал сегодня на базаре. И хочу залить один блок по Рязанцу D400. И второй блок, наверное, с таким же количеством цемента, хочу залить 1 к 1 с песком. Вы, наверное, спросите, почему я все-таки не отказываюсь от идеи заливать полистиролбетон с большим количеством песка. Я вам расскажу, потому что, да, в прошлом тесте, конечно, блок от Рязанца D550 мне вполне понравился, он довольно-таки крепкий получился. Но мне в комментарии скинули ссылку на очень такой полезный ресурс, такой умный калькулятор получается, он так по-английски называется, Smart Calc. И вот по этому умному калькулятору я прочитал, что мне для того, чтобы, допустим, заливать полистиролбетон без песка, к примеру, плотностью D400, нужно аж 40 сантиметров стены. У меня фундамент 30 сантиметров шириной, я изначально, может быть, немножко сглупил, может, сэкономил, но бюджет больше не позволял, и я делал фундамент шириной 30 сантиметров под газобетонный блок. То есть я хотел из газобетона изначально строиться в 30 сантиметров шириной стены. Поэтому мне остается один вариант, это заливать стены шириной 30 сантиметров, скорее всего с большим добавлением песка, что для того, чтобы поднять плотность, для того, чтобы стены были крепче, и потом утеплять их пятеркой пенопласта. Так что первый блок по таблице Рязанца я буду заливать D400. Для этого нужно по его таблице 330 кг цемента. Он дает все пропорции на 1,1 куба полистирола. Значит, 1,1 я делю на 40 литров, которые я буду засыпать в бетономешалку. Получаем 27 замесов, 27,5. Значит, 330 кг мы делим на 27 замесов, получаем 12,2 кг. Ну, добавлю 12,5, будет ровно полмешка. Воды нужно 148 литров, делим на 27 замесов, получаем 5,5 литров. Это самое минимальное водоцементное соотношение. Если будет растворчик густоватый, то сделаю по следующей графе таблицы. Будет 6,1 литра, то есть пол-литра добавлю, если будет густое. Также вместо СДО я перешел на вот такой вот пластификатор воздухововлекающий. Уже в прошлом замесе я его использовал, отлично справился, только единственное, что с пропорцией тут, конечно, технолог как-то непонятно составил от 15 до 125 мл на 25 кг цемента. Короче, типа добавляй сколько хочешь. К примеру, такой же самый пластификатор фирмы Сика, там прям четко написано 25 мл на 25 кг цемента. Ну, давайте, наверное, буду при сегодняшнем замесе добавлять столько же, сколько в нормальных пластификаторах указано. То есть 1 мл на 1 кг. Значит, сегодня на 12 кг я буду добавлять 12 мл этого пластификатора. Также в два эти блока буду сегодня добавлять фибру. Надеюсь, что уже правильно получится добавить. Мне не нравится, когда я фибру замачиваю. С замоченной фиброй, ну, никак не получается у меня нормально замешать. Сегодня буду добавлять фибру также в сухом состоянии, как в прошлом замесе. Мне понравилось, как она хорошо разошлась в сухом цементе. Я сначала тогда кину большую часть цемента и замешаю вместе с шариками. И потом уже в замешанный раствор немножко цемента вместе с фиброй разбитой добавлю. Так, наверное, будет уже самый лучший вариант. Посмотрим. Так, значит, я сейчас добавляю ровно 10 килограмм цемента, то есть вместе с ведром это будет 10 350. И потом оставшиеся 2,5 килограмма я всыплю в конце вместе с фиброй. Отлично разделилась фибра. Только единственное, что я забыл, нужно было сначала шарики засыпать в бетономешалку, а потом уже мешать. Поэтому пока высыплю это в мешок и наберу шариков. И всыпаю остаток с фиброй.
Так, ну как по мне, то по этому водоцементному соотношению раствор получается очень сухой. Очень сухой, смотрите. Цементного молочка просто нету. Очень сухой. Как минимум еще пол-литра я добавлю, потому что, ну, вот это, если я нагружу в форму, то это будет вот такое вот. То есть оно даже, ну, не заполнит форму, чтобы нормально, чтобы формочки были, будет такое же пористое, как вот этот вот блок. Поэтому я не хочу уже испортить блок от резанца, обидеться. Вот, поэтому добавлю еще пол-литра воды. Да, вот это уже, по-моему, то, что надо. То, что надо. Более, ну, все равно, ну, не знаю, в общем, не буду портить таблицу. В общем, по таблице я взял среднее значение водоцементного соотношения. Хотя, как по мне, реально густой раствор. Но себе бы я мешал пожиже, конечно. По фибре, ну, уже присутствует фибра в растворе. Да, видны отдельные волоски. Неужели я таки правильно замешал фибру? Посмотрим. Может быть, еще реально, ребят, может быть, вот эта вот фибра стекловолоконная, она хуже распределяется, чем полипропиленовая. Сама полипропиленовая, она даже такая более пышная. Вот насколько 36 грамм я нагружал на весы, прям целая куча вот этой вот фибры, да? А то и она вся сбитая. В общем, уже блок застынет, будем смотреть. А пока что нагружаем форму. Рязанец D400. Так, полная форма, и в бетономешалке совсем капелька осталась. Видимо, все-таки пластификатор, так как я добавил сейчас 1 мл на 1 кг цемента, может быть маловато. Ну, бог с ним, маловато. На выходе получили меньше массы, но она, по идее, должна быть за счет этого более крепкая. Потому что чем более воздушная получается масса полистиролбетонная, тем она получается менее прочная. А тут должно получиться все good. Так, и получается ровно столько же, сколько мы замешали только что, должно было остаться цемента. Потому что ровно 12,5 килограмм я добавил в прошлый замес. И на этот замес тоже должно остаться 12,5. Сейчас взвесим, проверим. Минус струбцина, да, так и есть. Ровно полмешка. Так, делаем следующий замес. Наливаю, там было 5,5 литров, где-то 6,5 точно можно налить. Не знаю, честно, мне намного больше нравится добавлять сначала воду и шарики пенопласта, потому что вот шарики пенопласта уже мокрые, и в них всыпает цемент, цемент сразу их начинает обволакивать. А как по рекомендациям Игоря Рязанца сначала наливать воду, цемент, то ну, цемент реально получается размазывается по всей бетономешалке. Потом я просто шпателем реально сгребаю тот цемент, чтобы он обволок те шарики. Ну вот в такой последовательности, мне кажется, как-то оно более эффективно получается. По-моему, неплохо разошлась. Комков нету. Высыпаем. Так, ну и замешался растворчик с песком. По консистенции примерно получился такой же, как блок от Рязанца. Такой между сухим и нормальным, можно сказать. Ну, как раз для того, чтобы легче было сравнивать, не буду свой делать жиже или гуще. По фибре, по-моему, наконец-то я таки правильно научился ее добавлять. Много фибры в самом растворе. Видно много отдельных волосков. Распределились хорошо. Короче, два блока в равных условиях. Один только будет с песком 1 к 1, а второй на чистом цементе. Выгружаем в форму. Короче, беда случилась, ребята, форма поломалась.
такая вот история. Форма не почищенная, поэтому, наверное, края блока, точнее стенки будут некрасивые, но времени уже нету, чтобы чистить. Надо перегружать это все. Короче, форма знала, что сегодня последний замес, и она тупо обиделась, поэтому развалилась нафиг. Так, и это у нас замес 12,5 кг цемента, 1 к 1 с песком и 40 литров пенопласта. Да. Что-то уже последние замесы не идут. Все формы обижаются, даже скотч не хочет клеиться. Короче, 1, 4. Так, тоже полная форма. И в бетономешалке чуток остался. Примерно столько же, сколько после замеса D400 от Рязанца. То есть можно сказать, что ведро песка особо объема полистирол-бетону не дает. Он дает только плотность и вес, ну и соответственно прочность. Больше всего получается объема именно полистирол-бетону дает воздухововлекающая добавка. То есть на вот этих вот двух блоках, предпоследний мой, уже с учетом сегодняшнего замес, здесь я добавлял по 25-27 миллилитров воздухововлекающей добавки, а сегодня добавил в 2 раза меньше, 12 миллилитров. То есть вы видите сами, насколько по сравнению с прошлым видео, с прошлым замесом, насколько получилось меньше полистирол-бетона при одинаковых пропорциях шариков пенопласта. Вот смотрите, всего лишь сколько осталось в ведре, то есть пустая бетономешалка, и всего-то тут литров, не знаю, 5 от силы. То есть вот прошлые замесы, да, вот это вот блок от Рязанца, и смотрите, какая разница, то есть там полное ведро было, а здесь третья часть, то есть, ну, литров в 10, ну, 8 может, разница, всего лишь 12 миллилитров меньше воздухововлекающей добавки. То есть, в принципе, если тут добавить 125 миллилитров на килограмм, то это просто вообще безе какое-то получится. К сожалению, не по вкусу, а по плотности и по прочности соответственно. Поэтому с воздухововлекающей добавкой нужно быть осторожным. Она, конечно, нужна для того, чтобы раствор правильно перемешался, для того, чтобы все шарики пенопласта равномерно распределялись и весь цемент был равномерно по массе. Но если ее переборщить, то получится перевоздушенный раствор, который будет очень хрупкий. Ну а сегодняшние два блока отправляются домой застывать, как всегда, в мой коридор. И через недельку где-то мы их уже увидим. 12 февраля, суббота, прошла ровно неделька, блоки застыли, принес в мастерскую. На этот раз все хорошо застыло, никаких трещин сверху нету. Я за этими блоками, можно сказать, вообще ухаживал, как ни за какими. Брал у жены это опрыскиватель для цветов, опрыскивал сверху, когда подсыхало, чтобы влага сохранялась, чтобы блоки хорошо застыли, чтобы не пересохли сверху, чтобы не появились трещины. Вот, трещин не появилось ни на каком блоке. Будем разбирать, смотреть. Так, друзья, смотрим. Это у нас D400 по таблице, то у нас 1 к 1 с песком. По внешнему виду, как я и говорил, еще во время замешивания, что масса получилась реально сухой. То есть даже по второй колонке таблицы, добавив воды, получается, что цементного молочка, либо цементного теста, ну, не хватает для того, чтобы сделать красивый блок с красивыми стенками. Здесь вот с песком, ну, тут тоже, конечно, не очень красиво, но тут можно сделать скидку на то, что форма была не почищена и, может, к форме прилипла. Но вообще без песка, вот хоть убейте, вот, ну, не получается у меня без песка замешать красивый блок. То есть вот с песком, да, ровные стеночки, вот с песком ровные стеночки, вот без песка. Ну вот сразу, вот практически то же самое, что здесь, да. Идем дальше, да, с песком, с песком, с песком, с песком. То есть, ну, то не берем, то неправильно замешаны без СДО. То есть, вот как бы я ни старался, как бы я по таблице там все не добавлял, но вот полистирол-бетон без песка получается пока что некрасивый у меня. Так, ну ладно, красота красотой, будем смотреть на характеристики. Пока блоки сохли, ходил их, порой щупал там через день, через два, думаю, ну как же там застывает, интересно же. В общем, нормально все с качеством, очень крепкий, то есть верх хрустит, проминается, потому что цемента нету, чтобы покрыть шарики голые, грубо говоря, сверху. А здесь вообще просто камень,
Здесь каменный блок. Все равно, что силикатный кирпич пытаюсь пальцем раздавить. Это, наверное, будет самый крепкий блок из всех, которые я замешивал до этого. Так, ну и давайте взвесим. $15 300, короче. Тяжеленный капец, поэтому беру вот так вот, чтобы пальцы не поотрывать. $26 400. Так, итого по весу мы получили вот этого полистирол-бетона 424 килограмма на куб. То есть это исключительно соответствует марке D400. Даже чуть-чуть больше. А здесь получается 733 килограмма на куб. То есть это сверхконструкционный полистирол-бетон. Он очень должен быть крепкий. Сейчас распилим, посмотрим. Но вот из такого полистирол-бетона смело можно какие-то несущие перегородки внутри дома заливать, на которые можно и бойлеры, и все что угодно вешать. Так, распилим. Наконец-то, ё-моё. Так, в общем, минуты две отдышался, теперь хоть говорить могу. Пока вот этот блок, ребят, я пропилил, я отдыхал, наверное, раза 3. У меня было абсолютное ощущение, что я пилой пытаюсь железобетон распилить. Реально. Мне кажется, даже чересчур крепкий такой полистирол-бетон получается. То есть, если какие-то перегородки хотите залить, блин, можно даже меньше песка добавлять. Тут можно 1 к половине примерно песка добавлять, потому что это просто, ну, железобетон реально получается, а не полистирол-бетон. Так, по фибре смотрим. По фибре много вижу отдельных волосков фибры, также сверху. Видно много волосков внутри. Не знаю, камера передает, не передает, должна передать. Внутри очень много мелких волосков. Короче, фибра замешалась нормально, но вот тут вот у меня все равно получился пучок фибры. В общем, можно было, наверное, еще дольше размешивать, для того, чтобы еще лучше разошлась. Именно я имею в виду сухую фибру в сухом цементе, чтобы лучше разделилась. Потому что в бетономешалке, я думаю, фибра уже, когда она засыпана, она никак не разделяется в мокром растворе. А вот именно в сухом цементе ее нужно досконально размешивать. Тогда она разойдется действительно хорошо. Так, ну в общем, ребят, эти блоки, наверное, между собой сравнивать смысла нету, потому что тут это просто железобетон, а это получилась марка D400. Было бы вот эту марку D400 неплохо сравнить с газобетоном, с вот этим. Но, блин, у меня было реально небольшое разочарование не в газобетоне, а в продавцах наших дебильных. В общем, я приехал на базар, говорю: ребят, газобетон какой марки? D400? Да, D400. Говорю, дайте 3 блока. Взял эти 3 блока, ради интереса на днях взвесил. Один блок весит по факту 21 килограмм. То есть, если взять на куб, то это получается реально какая-то марка D600. Тут вот даже по порам видно очень мелкие поры. Это ближе по картинке к D600, чем к D400. То есть реальных 580 получается килограмм на куб. Но это реально газобетон D600. Поэтому газобетон сам по себе имеет прочность на сжатие немного большую, чем у полистирол-бетона. Поэтому даже с D400 его сравнить не получится. Он по идее выиграет. Его бы, допустим, можно сравнить было бы с вот этим вот. Хотя, в принципе, что можно было, можем сейчас, в принципе, и сравнить. Так, берем нашу стамеску и посмотрим на разрушение. Так, ну и вот такую вот картину мы имеем уже после стамески.
Ну, понятно, D400 тут особо не сопротивлялся, он проиграл тут этим двум тяжеловесам. Но здесь по разрушениям, мне кажется, примерно одинаково. То есть газобетон имеет просто более мелкопористую структуру, и так вот сошкрябалось гладко. А здесь цемент просто больше повыкрашивался, потому что, ну, все-таки в полистиролбетоне где-то шариков чуть больше, где-то они в ряд стали, где-то они по-другому. То есть цемент тут больше повыкрашивался. Но по разрушениям примерно одинаково, мне кажется. То есть можно сказать, что по плотности это примерно два одинаковых строительных материала. И потом уже будем в отдельном видео их сравнивать. Ну и докуплю газобетон D300 для того, чтобы сравнить его с вот такими более маленькими по плотности полистиролбетоном. Потому что до этого я особо, как говорится, в матчасть не углублялся. Но я уже потом понял и по таблицам, и по ГОСТам, что все-таки даже одной марки плотности, если, допустим, газобетон D400 и полистиролбетон D400, газобетон имеет большую прочность на сжатие. Так вот получается. То есть у него есть там свои минусы там, по модулю упругости, по влагонасыщению и так далее, но именно на сжатие газобетон будет более крепким. Поэтому потом в отдельном видео, конечно, все эти тесты вам покажу. А сейчас мне интересно вот этот вот полистиролбетон D400, вот этот кусочек, взять и подавить его рукой, что из этого получится. А вот что дает фибра. Видите, я отколол, а он держится. Вот. То есть за счет фибры, вот волоски фибры, они все-таки на растрескивание реально в полистиролбетоне работают. Поэтому, как и говорят, что фибра заменяет, в принципе, армирование полистиролбетона. Вот тут, видите, тут фибры, видно, было мало, поэтому откололся легко. Вот. Видите, вот. За счет фибры, волоски фибры удерживают материал. И это вот такой вот всего лишь ширины. А если в блоке, допустим, хотя бы сантиметров 30 стены, то фибра реально работает на растрескивание. Можно смело утверждать. Так, ну что, давим. О! Не, я не хочу портить руки. Такой материал раздавить вручную нельзя. Его нельзя раздавить вручную. Да, ребят, реально поколол руки, пока пытался раздавить этот блок, эти кусочки. И я могу смело сказать, что вот этот вот блок, когда я его давил рукой, да, и он у меня разваливался прям на глазах, я могу сказать, почему так получилось. То есть так же самое, да, неделя прошла после того, как он застыл. И сейчас тоже неделя. Но это просто небо и земля по сравнению с вот этим блоком. Почему так получилось? Потому что, во-первых, цемента тут маловато. То есть здесь я добавил 12,5 килограмм, да. Здесь было в районе 10,5-11. И самое главное, друзья, самое главное, запомните, на цементе М400 полистиролбетон замешивать нельзя. Так что забудьте за 400 цемент. Всегда для полистиролбетона нужно использовать только 500. Я уже и в этом тесте тоже убедился, когда вот этот 400 и вот этот вот следующий 500 я замешивал. Тут разница по прочности очень большая. То есть цена всего лишь там 75-80 гривен стоит мешок 400 и 90 гривен стоит 500. Но разница в прочности просто колоссальная. Ну реально в 2 раза прочнее по сравнению, чем 400 цемент. Поэтому, друзья, забудьте за 400 цемент для производства полистиролбетона, если хотите надежные крепкие стены. Реально, мой вам совет. В общем, ребята, с учетом уже сегодняшнего видео, сегодняшних 2 залитых блоков, получается уже целых 13 испытуемых полистиролбетонных блоков я залил, разных марок, разных плотностей. Поэтому хочу в следующем видео сделать такое обобщающее видео, итоговое. Хочу рассказать все свои ошибки, нюансы, с которыми я столкнулся там во время замешивания полистиролбетона. Хочу отдельно остановиться на каждом компоненте, который я добавлял, рассказать там плюсы и минусы их. И самое главное, в следующем видео хочу озвучить уже все-таки свое итоговое решение
по составу полистиролбетона, на котором я остановился для строительства уже этой весной своего двухэтажного дома из полистиролбетона по монолитной технологии, то есть заливать буду полистиролбетон в опалубку. В общем, многих, наверное, следующее видео удивит мой выбор. В общем, я расскажу вам, все обосную. Ну а этот тест все-таки уже был последним по замесам полистиролбетона, потому что, в принципе, ну, все возможные варианты я вам показал, рассказал. Были ошибочные варианты, были варианты классные, были варианты прочные. В общем, в следующем видео все подробно расскажу. А вам, друзья, спасибо большое за просмотр, спасибо за интерес к этой теме, спасибо за поддержку в комментариях. Я для вас по-честному показывал все испытания полистиролбетона. У меня не было какого-то желания показать какой-то состав в лучшем свете по отношению к другому. То есть вот получались хорошие блоки, я вам показывал, не получались блоки, ну так вот и показывал. То есть я сам знакомился с полистиролбетоном и вас заодно с ним знакомил. То есть спросить меня, допустим, месяца 3 назад: Саня, что такое полистиролбетон? Я бы сказал, фиг его знает, что это такое. Поэтому я сам с ним знакомился, и вот такие вот тесты простые. Я простой человек, я никогда не ставлю свое мнение выше мнения профессионалов, технологов по бетону. Я простой самостройщик, я хочу из этого материала строить дом. Я хотел изучить его перед тем, как строить из него дом. Надеюсь, мои видео были для вас полезны. Спасибо большое за просмотр, увидимся в новых тестах, в новых видео. Всем хорошего дня, пока.